Каждый раз, когда пеку этот кекс, всегда думаю, что зачем я приготовила всего один, нужно было делать сразу два. Такой вкусный, влажный, бархатистый лимонный кекс можно приготовить из самых простых ингредиентов. Получается он очень нежный, рассыпчатый и просто невероятно вкусный. На вкус и по текстуре он даже напоминает немного торт. Ингредиенты все, как всегда, на экране, и они будут в описании, и давайте готовить. В большую миску высыпаем 200 грамм сахара, и здесь нам понадобится еще цедра лимона. Сюда я натираю цедру лимона, примерно понадобится 2 чайные ложки, это цедра от 2 лимончиков. Сахар и цедру лимона нужно будет хорошенечко растереть, это придаст дополнительный вкус и аромат нашему кексу. Так лимонная цедра хорошо раскроется и сахар станет очень ароматным. Сюда же я добавляю 113 грамм сливочного масла, масло должно быть размягченное комнатной температуры, и хорошенечко все это растираем в пасту. Если масло и сахар предварительно размешать в миске вот так лопаткой, то потом его хорошо можно взбить миксером, и сахар не будет разлетаться по кухне. Сюда же я добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Здесь растительное масло нужно для создания именно влажности кекса. И теперь на этом этапе можно все это хорошенечко взбить до побеления массы и до пышности. Масса должна измениться в цвете, она должна поменяться немножко по текстуре и стать вот такой мягкой, белой и похожей на крем. Также нам понадобится 2 яйца комнатной температуры, яйца я здесь беру достаточно крупные. И после добавления каждого яйца, добавлять будем по одному, нужно будет хорошенечко пробить снова массу до пышности. Добавляю яйцо, взбиваю буквально минуту, потом добавляю второе яйцо и снова хорошенечко взбиваю снова до пышности. Вот такой крем в итоге получается. Но на самом деле это тесто, но очень похоже на крем. И сюда же я вливаю 2 столовые ложки лимонного сока. Я использую все те же лимоны, с которых я ранее сняла цедру, и в итоге у меня на этот бисквит уходит около 2 лимонов. И снова все взбиваем на средних оборотах миксера до образования вот такой воздушной желтой массы. Масса получается очень мягкая, приятная и очень хорошо уже пахнет. Ну а теперь отдельно приготовим сухие ингредиенты. Здесь у меня в миске уже 190 грамм муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, добавляю сюда половинку чайной ложки соли, и все это нужно будет просеять. Со стороны, возможно, может показаться, что мы делаем слишком много разных движений, которые, возможно, кажутся лишними, но, однако, все эти движения сейчас направлены на то, чтобы создать именно определенную текстуру этого кекса. Вот такое тесто у меня получается, и на данный момент у нас остался последний ингредиент – это молоко. Здесь у меня 120 мл теплого молока, оно обязательно должно быть теплое, комнатной температуры. И аккуратными движениями вмешиваем молоко в тесто. В тесте у нас находится разрыхлитель, а разрыхлитель начинает активно действовать тогда, когда мы добавляем жидкости. Именно поэтому в этом рецепте молоко мы добавляем в самом конце, для того, чтобы активный разрыхлитель отдал всю свою активность и поднял наш кекс и сделал его текстуру очень нежной и очень мягкой. Вот такое тесто в итоге получается. Здесь старайтесь сильно уже не вымешивать, только до объединения ингредиентов и до получения вот такой кремообразной текстуры у теста. И перекладываем тесто в заранее подготовленную форму. Здесь у меня формочка специальная для кекса, я ее закрыла пергаментной бумагой. Моя пергаментная бумага не прилипает, поэтому я ее никогда ничем не смазываю. Выравниваем тесто по форме и отправляем его выпекаться в заранее разогретую духовку до 170 градусов по Цельсию или 340 по Фаренгейту. И выпекаться этот кекс будет примерно 40-50 минут, но это зависит от того, какого размера ваша форма и от индивидуальных особенностей вашей духовки. Рекомендую проверить минут через 40-45 и затем решить, если нужно добавить еще 5-10 минут. Кекс у меня уже испекся, и пока он стоит и 5-10 минут отдыхает, я приготовлю лимонную глазурь. Здесь у меня в чашечке небольшой 50 грамм сахарной пудры, которую я смешала с 2 столовыми ложками лимонного сока. Я использую все тот же лимонный сок из тех 2 лимонов. Все хорошенечко перемешиваем, и глазурь получается достаточно жидкая. И пока кекс еще теплый, сверху заливаем его глазурью в свободной форме, как нравится. Глазури получается достаточно много, однако я люблю использовать всю глазурь, заливаю сверху так, чтобы весь кекс был покрыт глазурью со всех сторон, и затем я люблю снова вернуть этот кекс в форму. И пока он стоит и остывает, он пропитывается этой глазурью со всех сторон. Получается безумно вкусно. Текстура у этого кекса получается очень нежная, просто бархатистая. Он просто разваливается под вилкой и очень-очень нежный и ароматный, и по вкусу, и по текстуре напоминает коржи для торта.
Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Если это так, дайте мне знать в комментариях. И также, если у вас есть вопросы, то на вопросы я также отвечаю в комментариях.